Всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать идеальный круг галочками, узором галочки в раскол. Для работы нам понадобится у меня это хлопковый шнур 4 мм и крючок номер 5,5. Закрывать наши ряды я буду хвостиком, то есть оставляем хвостик, ну вот допустим вот такой. В принципе можно рассчитать хвостик, какой необходимо оставить, это связав образец. Связав образец где-то 3-4 ряда, изначально померив длину хвостика, которую вы оставили, потом вяжем образец 3-4 ряда и измеряем, сколько у нас шнурочка осталось. Таким образом вы можете рассчитать, сколько шнура у вас уходит на закрытие каждого ряда. Сейчас же я просто оставлю хвостик произвольно. Смотрите, вот здесь у нас хвостик, вот здесь у нас основная нить. Делаем кольцо амигуруми. Провязываем первую петельку и таких столбиков без накида вяжем еще 5. Три, 4, 5. Так, затягиваем наш хвостик. Затягиваем сильно хвостик, максимально. Так, смотрите, вот эту последнюю провязанную петельку вот так вот немножко распускаем. И теперь берем наш хвостик. Протянули. Так, и теперь хвостиком делаем искусственную последнюю петельку. То есть с обратной стороны вот здесь вот продеваем крючок, вытягиваем наш хвостик. Ведем его вот сюда и с тыльной стороны под перемычку и под предыдущую косичку протянули обратно. Поправляем все наши косички. Должно у нас получиться 6 косичек. Все подтягиваем. Так, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 косичек. Будем вязать второй ряд. Так, смотрите, хвостик у нас мы в эту сторону, основную нить сюда, влево. Так, первый ряд у нас будет вязаться немножко туговато, поэтому можно взять изначально крючок поменьше. Начинаем вязать следующий ряд оттуда, откуда выходит наш хвостик. То есть вот сюда крючок, берем основную нить, протягиваем. По правилу идеального круга во втором ряду у нас уже будет не 6, а 12 столбиков без накида. Вяжем мы узором галочки в раскол. Таким образом в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика без накида. Это только здесь мы взяли крючок поменьше. Дальше будем вязать обычным нашим крючком. Так, в первую петельку провязали. Потом, смотрите, вот у нас вторая петелька. С обратной стороны крючок должен выйти. Вот перемычка. И вот эти две ножки. Обязательно проверяйте, чтобы крючок именно там и выходил. Провязали одну петельку. Вторую петельку. Так, опять ныряем, смотрим,
крючок под перемычкой. То есть в каждую галочку, в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида. Все, вяжем самостоятельно до конца ряда. Далее покажу, как опять закрывать хвостиком. Так, довязываю я свой последний 12 столбик без накида. Смотрим, где наш хвостик. Закрывать мы будем, как и первый ряд, хвостиком. То есть вот провязали наш 12 столбик, закрываем его хвостиком. Вытягиваем наш шнур и делаем искусственную петельку с изнаночной стороны под косичку, протянули, опять заходим с изнаночной под перемычку, под косичку, тянем наш шнурочек обратно. Все петельки, все подтягиваем. Вот связался наш второй ряд. Теперь перехожу на свой обычный крючок. Крючком поменьше я вязала только второй рядочек. Так, по правилу идеального круга, в третьем кругу у нас тоже будет 6 прибавок, только теперь чередовать мы их будем через одну. Так, ныряем туда, откуда у нас исходит хвостик. Хвостик мы вправо отбрасываем, берем основную нить. Так, и провязываем сначала один столбик без накида. В следующий столбик предыдущего ряда мы будем вязать 2 столбика без накида. То есть в этом ряду у нас уже должно получиться 18 столбиков без накида. Таким образом чередуем. Ныряем вот здесь, не забываем, где с изнаночной стороны должен выходить крючок. Вот только так. И чередуем 1 столбик без накида. Два столбика без накида. Вяжем до конца ряда, считаем, чтобы в этом ряду у нас получилось 18 столбиков без накида. Итак, заканчиваем наш третий ряд. Здесь у меня я провязываю 2 столбика без накида. Будем закрывать. Так, 2 петельки на крючке, закрываем как всегда хвостиком, берем хвостик. Протягиваем эти 2 петельки. Так, под эту косичку ныряем с изнаночной стороны. Формируем косичку. И вот так вот ее выводим наизнанку. Все косички подтянули, чтобы они у нас были красивые. Обязательно посчитали количество. Так, и начинаем вязать 4-й ряд. Хвостик в сторону, он у нас справа. Начинаем оттуда, откуда выходил хвостик. Так, теперь будем чередовать 2 столбика без накида, прибавка. Прибавки будем делать в тех рядах, где в предыдущем у нас не было прибавок. То есть на данный момент вот здесь мы сейчас сделаем прибавку. Так, провязываем 1 столбик без накида. Сюда мы провязываем прибавку. Так, и здесь провязываем 1 столбик и еще 1 столбик. То есть таким образом чередуем 2 столбика без накида и прибавка. Так как мы начинали ряд с 1 столбика без накида, то этот ряд мы тоже закончим
одним столбиком без накида. Итого в этом ряду у нас будет 24 столбика без накида. Провязываем до конца ряда. Так, довязываем до конца наш 4-й ряд. Так как мы начинали с одного столбика без накида, а далее у нас мы чередовали прибавкой 2 столбика без накида, то закрываем мы, завершаем ряд просто столбиком без накида. Провязали 2 петли на крючке и закрываем нашим хвостиком. В данном ряду обязательно просчитывайте, у вас должно получиться 24 столбика без накида. Так, закрыли, петельки все подтянули. Вот такой круг у нас получается. Будем вязать еще один ряд. Ныряем туда, откуда у нас исходит хвостик. Так, нырнули. Теперь по правилу идеального круга прибавки будем делать через 3 столбика без накида. То есть чередуем, вяжем 3 столбика без накида и прибавка. Но прибавки не должны провязываться там, где были прибавки предыдущего ряда. То есть сейчас мы сделаем нашу прибавочку, ну вот здесь вот. Она будет, провязываем один. Так, наш хвостик. Хвостик вправо, вот основная нить. Провязываем один столбик без накида. Здесь мы делаем нашу прибавку. И провязываем 3 столбика без накида. Раз, два, три. 3 столбика провязали, прибавка. Опять провязываем 3 столбика, прибавка. Таким образом двигаемся до конца ряда. В этом 5-м ряду у нас должно получиться 36 столбиков без накида. Так как ряд начинали мы до прибавки, у нас был 1 столбик, то есть ряд будем заканчивать просто 2 столбиками отдельно стоящими. Итак, практически довязали наш 5-й ряд. В данном ряду у нас должно получиться 36 столбиков без накида. Закрываем, как всегда, хвостиком, вытягиваем ниточку. Так, берем, протягиваем. Формируем такую петельку и протянули. Все, для меня такого размера достаточно. То есть дальше я буду вязать корзинку. Хвостик мне тоже в дальнейшем понадобится. Если вам не нужен хвостик, то можно его обрезать, спрятать здесь под ниточками. Либо если вы хотите связать круг большего размера, вяжется он по такому же принципу, по принципу идеального круга. То есть каждый круг увеличивается на 6 столбиков без накида. Причем прибавки наши лучше делать так, чтобы они были не над прибавкой предыдущего ряда, а где-то разрозненно, чтобы, вот как здесь у нас идет прибавка, то есть прибавку в этом ряду мы можем сделать вот здесь, вот здесь. Таким образом круг наш будет выглядеть идеально. Не будет вот этих вот у нас квадратных уголков. Так, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.